Привет, друзья! Прошу прощения за задержку. Сегодня четверг и предпоследний эфир 5-го сезона «Невредные советы». Вот. У меня техническая неполадка тут произошла на 10 минут. Она называется курьеры. Когда курьеры приезжают не в договоренный срок. И, в общем-то, курьер, который вез призы на курс, приехал не вовремя. Всем привет! Так, напишите, слышно меня, видно ли, все ли хорошо со связью. Вот. Так, всем привет, собираемся. Рада вас видеть в этот весенний день. Уже как будто бы весна на улице, есть это ощущение приятное. Да, добрый день. Вот, хочется уже, все отлично, супер, 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 супер. Очень рада вас видеть. Хочется уже какой-то весны, творчества, все прекрасно. VPN отключили. Нет, я прошу прощения, да, получается, я позлилась тут немножко, но должны были привезти до 11, привезли до 12, ну, вы сами знаете, как это происходит, вот, поэтому, как бы, это не ты делаешь, чтобы тебе удобно было, это курьер делает, чтобы было удобно, поэтому я вообще не люблю курьерские доставки, но, как правило, так. Немножко с вами пошутим тут в начале, всякое, да, происходит. С наступающим, вот. Да, с наступающим. Я не знаю, это тоже такая сейчас шутка, потому что очень сложно сейчас кого-то с праздниками поздравлять. Поздравишь с одним, скажут гендерный, поздравишь других, скажут там, в общем, все про Розу Люксембург расскажут. Поэтому, скажем так, я всех поздравляю с весной, дабы, вот, поэтому весна действительно это такой момент расцвета внутри и какого-то новой жизни, нового движения, новой динамики. В общем-то, и хорошо мы здесь будем сегодня обсуждать как раз с вами персональные выставки, и не только персональные, и коллективные. Надеюсь, что у многих, я не успеваю отзывы собирать, но надеюсь, я этим займусь тут в ближайшие дни, потому что отзывов много и очень приятно. Я вижу, что кто-то собирает, кто-то уже собрал свой артист-стейтмент и понял, про что его творчество, кто-то уже собрал CV, портфолио, хотя бы начал. Я хочу обозначить один очень важный момент, что лучше это делать заранее. Потому что вы такие прослушали мой предыдущий эфир, и ну ладно, мол, портфолио, там вот CV, мне еще нечего туда добавлять, вроде как у меня 2 пункта, там, может быть, вот какие-то выставки было совсем ничего, и я, в общем, то есть у нас, у творческих людей, да, вот этот вот момент бывает, когда такой, я недостаточный совсем, и я вообще никому никуда ничего не покажу. А потом сами же переживаем о том, что никто не видит наше творчество. Вот. И это, конечно, такой психологический момент, который мы здесь не будем сильно разбирать, но если вы заранее создадите свой вот этот вот листик, в который, поверьте, память, она с возрастом не улучшается, в который вы будете вводить те выставки, где вы будете участвовать, какие-то активности, где вы принимаете участие, то есть это все, где представлены ваши работы, то со временем этот список будет накапливаться. Но в тот момент, когда вы увидите, вы листаете и видите какой-то open call, да, что такое open call? Это вот то приглашение к вступлению, к сотрудничеству, да, то есть вы, какая-то выставка или галерея пишет, ищу художников, которые рисуют, не знаю, лес, или тема безмятежность, или тема какая-то еще, и сияние, и вы вот на эти темы такой, это ж точно про меня. И смотрите, это точно про меня, а прием заявок, ну вот он был когда-то там, не знаю, уже шел несколько месяцев, но вы увидели, что прием заявок, вот он только, и вот 2 дня остается.
1 день. А вам, значит, завтра надо к стоматологу, потом детей куда-то везти, потом еще что-то надо. И вы просто не сядете и не напишите это CV ваше и портфолио. Когда оно у вас готово, даже в мини-формате, то есть когда еще там, да, там не портянка, но она когда-то у всех не портянка, она когда-то у всех не огромная. Это вот вы взяли и одним кликом мышки отправили на эту выставку и, возможно, присоединили к своему CV еще, к своему резюме, да, скажем так, это все вместе назовем, еще одну выставку. А так просто профукали все open-колы, да, будем называть вещи своими именами. Вот этот вот момент, когда реально получается, что есть подходящие open-колы, есть подходящие заявки, но вы просто на них не успеваете подать, потому что у вас к этому моменту еще ничего не готово. Потому что к этому моменту, ой, это ж надо садиться. Я реально знаю таких людей, причем тех, которых даже 20 лет в этой сфере, да, в точку, вот. То есть, ой, это ж сейчас надо писать. Это так, ой, я не знаю, где я это соберу, и как это все. Ой, ну, наверное, не в этот раз, не мое, не в этот раз. И этот синдром отложенной жизни продолжается вообще просто очень-очень долго. Причем реально у известных даже людей, у тех, кто в этой сфере очень давно работает, не только у новичков. Потому что, ну, действительно, ну, мы человек, давайте принимать, да, себя, что мы, как бы, человек, существо ленивое. И по большей части, ну, мы, и есть какие-то дела. И когда мы видим этот open call, мы видим эту заявку, ну, невозможно прям за минуту сесть это все написать. Вот есть у вас время, подготовьте, помогите себе заранее. Вы составите эти документы в базовой комплектации. Естественно, вы потом будете их модифицировать под какие-то выставки, еще под что-то. Но вы сядете, это самое сложное, вы настроитесь, потратите 1 день своей жизни, но зато потом вы вовремя будете эти заявки подавать и обрабатывать. Это очень важно. Так, я сегодня прямо села и заставила свое CV, потратила 2,5 часа. Вот, все правильно. Самое сложное — собрать себя в кучу и пойти делать. 100%, но кроме нас этого никто не сделает. И в итоге потом мы смотрим, там, скролля ленту, ой, этот художник и на этой выставке, и на этой выставке, и на этой. Какая зараза-то, да, на всех выставках. А почему? Не потому что, возможно, он рисует лучше, чем мы, а потому что он вовремя подает заявки туда, куда надо. Это вот тот момент, когда мы с вами первые 3 урока, да, обсуждали творчество и содержание. Но вот помимо этого содержания есть еще вот этот пакет, да, пакет такого жизненного продвижения. И я не говорю про какие-то сверхмаркетинговые там сложности. Я говорю просто про то, что прочитал заявку, отправил свое CV туда. Прочитал, увидел, понял, что подхожу, направил документы. И вот в этом моменте у 90% затык происходит. Вот, просто потому что... И потом мы вот ненавидим себя, что выставки... Вот смотрите, как правило, да, вот мы сейчас говорим про выставки, большие серьезные выставки — это не open call здесь и выставка здесь. Это open call здесь и выставка вот тут. И чтобы успевать к вот этому, мы же живем такие в моменте и смотрим, да, такие ой, на выставке, а туда уже нельзя подать. Подавать надо было много месяцев назад. И вот этот вот момент того, что нужно это вовремя отправлять, да, вот здесь, а не уже когда мы видим выставку, он очень важный. Потому что иначе, ну, получается, что мы не удовлетворены, хотя у нас все есть, и творчество есть, и все. А просто по той причине, что мы вовремя не составили, не помогли себе, не составили этот пакет документов, не отправили. Вот. Это такой момент. Сейчас мы еще будем более полно говорить, я пока немножко лицом посвечу. Значит, что еще хочется сказать? Я не хочу, значит, помимо выставок, да, то есть коллективные выставки, есть персональные выставки, и давайте так, есть персональная самопрезентация. Я не эксперт по рилсам, и уж тем более там не по продвижению продвижений, поэтому про соцсети мы особо говорить не будем здесь.
Но, тем не менее, вы понимаете важность соцсетей, важность вашего аккаунта. Это та возможность, чтобы вас увидели, возможно, те, кто никогда бы не увидел вас в жизни, да. То есть, я понимаю, вот не было бы сейчас соцсетей, да, не было бы ничего, я бы, возможно, жила в Калуге, и, возможно, единственное, кто увидел бы мое творчество, это там через пару лет какая-нибудь библиотека, вот. Ну, мы не можем этого исключать. Наша возможность с вами общаться, она в этом тоже заключается. Это очень круто, соцсети есть, поэтому мы это уже не исключим никак. Тем не менее, часто то, что происходит, я вижу, что человек рисует классные работы, даже бывает, что мне на проверку отправляют, я захожу в соцсети, а там вообще другое. А там, ну, я не знаю... Ну, да, котики, ладно, еда, короче, вот это все. И тут вопрос, и человек пишет, а мой запрос, то есть продать работы, да, там, или продавать, или быть успешным художником, участвовать в выставках. Но вот этой презентации нет. И нужно понимать, что если вы в эту сферу все-таки включаетесь, то презентация, она как бы, ну это прям базово, но, к сожалению, до сих пор это очень сильно присутствует. То есть этой презентации в каких-то социальных своих сетях нету. Я не призываю к тому, что нужно менять все свои аккаунты на профессиональные. Но вот здесь, кто смотрит на Ютубе, будет смотреть здесь... Я пишу под видео ссылку на нашу общую группу. Я туда пришлю вам аккаунт, который я создала в 2020 году. И вот с 2020 года я начала флюид-артом, то есть я начала спиртовыми чернилами рисовать. И тут всех шокировали мои работы накануне, тем не менее, они там 2020 года. И на тот момент мне не хотелось этим делиться с большой общественностью, потому что все привыкли к акварели. Вот, и я создала аккаунт под мужским именем вообще, и как бы и чувствовала себя там свободно, прекрасно, хорошо и так далее. Вы можете делать так, а потом, если вам станет в этом комфортно вариться, уже его переименовать официально и, собственно, вести под ним творчество свое. Вот. Но, тем не менее, это помогает не писать в стол, не создавать работы в стол. Вот, поэтому это такой момент самопрезентации. Сейчас очень много площадок, Телеграм, ВК, там тра-та-та. Начните с простой, с одной, которая вам ближе, которую, не обязательно Инстаграм, не обязательно там одну, вот все советуют, начните с той, с которой вам ближе. Почему? Потому что советчиков будет много, но человек советует то, что ему удобнее. А если это удобнее ему, а вам неудобно, да вы никогда в жизни не будете это делать с радостью. А если не будете делать с радостью, оно будет отягощать, это будет ощущение, что ой, это надо делать. И что это? Путь к прокрастинации. То есть как бы абсолютный. То есть если вам не хочется, вы в какой-то момент сливаетесь и больше этого делать не будете. Ну, это логично. Вот, поэтому это такой момент по соцсетям. И соцсети, они очень сильно помогают художнику потом презентовать себя во время тех же вечеринок, встреч и каких-то выставок. Потому что, ну вот представьте, я пошла на тусовку какого-то мероприятия, где есть коллекционеры, где есть действительно интересные там кураторы и так далее. И меня спрашивают, а где твои работы? Я такая, сейчас, так, подождите, CV, портфолио. Нет, эти документы уже для другого, да, это для отправки. А мне нужно быстро показать работы. И пока я буду открывать галерею, сейчас, подождите, тут мой кот, тут моя еда, тут еще, короче, я тут с родителями гуляла и так далее, они просто реально возьмут бокальчик шампанского и уйдут. Вот, поэтому мы открываем конкретно ваши соцсети или ваше портфолио, я сейчас об этом скажу, вот именно визуальное, и там должна быть эта информация, где вы можете сразу одним кликом, как говорится, показать. Поэтому помимо всяких запрещенных у нас соцсетей, я рекомендую всем, кто планирует дальше продвигаться, да, как художник, создать себе сайт-визитку.
Вот, это может быть сейчас, вот опять мне сразу все такие, о, это очень дорого, сайты. Есть Тильда, и есть сайт Тильда, в котором вы можете, это, ну, так, конструктор сайтов, в котором можно сделать бесплатный сайт. Так, сейчас. А что должно быть в CV? Судя по вопросу, вы не слушали предыдущие 5 эфиров. Я рекомендую посмотреть предыдущие 5 эфиров на YouTube-канале. Мой ник на YouTube такой же, как здесь мое имя. Мы к этому сегодня не будем возвращаться. Это все было в предыдущем эфире. Это сейчас 6-й эфир, 7 эфиров обучающей программы, бесплатной, по продвижению, развитию стиля, пути художника. Вот, так что возвращаюсь к сайту визитки. Значит, на Тильде, например, или есть еще какие-то сервисы, в которых не такая большая оплата за год. Это может быть совершенно не... То есть это не должен быть магазин обязательно. Да? Для начала вот есть портфолио, визитка как фотографу. Да? Вот, например. Их много в интернете. И просто посмотреть, почему удобен конструктор сайтов. Вы там ничего не программируете, вы выбираете из стандартных модулей, но уже стандартные модули на самом деле очень приятные, потому что это белое, черное, что-то такое читаемое. И добавляя туда свои фотографии, своих работ, это становится уже вашим персонализированным таким сайтом, и смотрится действительно хорошо, потому что когда ты заходишь на сайт, а там вот такое все вот это, то ты как будто в 90-е погружаешься, уже и так очень сильно много визуальной информации, поэтому простые конструкторы, бланковые, так скажем, да, они выигрышно смотрятся. Добавляйте туда работы, получается хорошо. Безусловно, есть те, кто делают классные, стильные сайты, но это будет действительно дорого, хорошо и дорого. Тут вопрос, насколько вы вначале готовы в это вложиться. Да? Есть деньги, пожалуйста, вообще вопросов нет. Вот. Но для начала можно создать себе, вообще понять. И на этом сайте будет, по сути, ваше то же самое, да, резюме, которое вы имеете в 3 документах, да, которое есть у вас CV, портфолио и artist statement. Все это вместе. И вы можете часть из этого, наиболее важные какие-то тексты или серии разместить на сайте. Если вы уже готовы, то вы можете сделать такой сайт-магазин. Но визитка, она очень сильно помогает. Вот когда у вас там VPN не работает, и мы стоим и надо познакомиться, и человек спрашивает, а где ваши работы можно посмотреть? И мы там опять не листаем котиков в своем, да, в галерее на телефоне, а просто вот открываем сайт и показываем. Еще хорошо, что если у вас будет визитка, и на этой визитке будет написан сайт. То есть соцсети это прекрасно, ники, да, это все, это тоже хорошо, но неизвестно, что и как будет с соцсетями, в разных странах по-разному, но вот сайт, визитка для художника, это универсально, можно посмотреть, открыть работы в хорошем качестве. Да? То есть вот эти моменты присутствуют, что это отличает. То есть в соцсетях много лишней информации часто, и мы не можем постить просто только работы. Но люди, особенно там, с высоким достатком, не хотят тратить время много на отсеивание информации. И часто они просто хотят зайти, посмотреть, выбрать. На этом сайте должна быть необходимая информация о том, как доставляются работы. Если уже вы в магазин, то тогда как доставляются, как оформляются, не оформляются, размеры, название, дата, ну, то есть вот какой-то такой пакет. Я здесь не буду сильно углубляться, но мы сейчас, давайте я переключусь с себя. Может быть, конечно, вам приятнее смотреть мне в лицо, но сейчас мы будем опять писать, и будет скучный текстик. Вот, тем не менее, иначе какие-то моменты не запишутся, не запомнятся. Так. Надеюсь, мы сейчас не рухнем. Опять. Вроде бы хорошо. Сейчас. Настраиваемся. Настраиваемся на работу. Вот. Сейчас вот так вот.
Мгм. Ну что ж, да, давайте подпишем основные моменты. У нас сегодня не так много информации, но она очень нужная. Как и всегда, конечно, но тем не менее. Значит, давайте так, самопрезентация, да, давайте самопрезентация. Здесь у нас соцсети. Какая-то одна-две наиболее любимые вами. Так. И здесь у нас сайт-визитка. Да, где у нас как раз в основном там портфолио будет. Портфолио, артистейтмент. Хотя там может быть все из этого, но больше там, конечно, ваших работ в хорошем качестве. Если это магазин, ну, то есть, допустим, вы уже в какой-то момент решаете, что это будет магазин для продажи, то там у вас уже добавляется обязательно условие доставки. Мы будем говорить о юридических аспектах в следующей серии, в заключительной, но, тем не менее, условия доставки, размеры, там, материалы и так далее. Я встречала такие моменты, когда в условиях доставки из разряда... условия доставки, оформления. Это вот еще прям важный момент. Когда написано из разряда «я работы не оформляю», ну и, собственно, и, в общем-то, так дешевле. Вот. На самом деле оформление – это ваша забота тоже. Вопрос только в том, насколько вы можете отправлять работу, но вы не должны как бы делать вид, что вы скидываете эту задачу полностью. Как правило, если человек покупает работу вашу за немалые деньги, он, наверное, бы хотел понимать, где он может ее оформить. Возможно, это для нас, для художников, понятно, что такое оформление, там, паспорту. Я встречала, очень много людей, которые слово паспорту, это сколько у нас ключей Форт Боярд. Все. Но которые не в курсе, что такое паспорту, и не надо на них обижаться. Возможно, если вы из другой сферы, вы тоже не знаете каких-то специфических терминов, да, их не обязан никто знать. Поэтому ваша задача здесь – это помочь покупателю сориентироваться. Если вы сами не делаете оформление, очень хорошо, если у вас есть контакты оформительного, оформления, да, то есть оформительного бюро какого-нибудь. То есть, по сути, это, возможно, какая-то багетная мастерская, просто которая точно хорошо делает. И вы говорите, я, к сожалению, не оформляю свои работы после, и отправляю вот в тубусе, но, допустим, я могу вам порекомендовать, вот если вы в рамках, Москвы, в рамках одного города продаете, то я могу порекомендовать вот эту компанию. Поверьте, это уважение к покупателю в том числе, потому что он уже такой... классно. Он не хочет выбирать, естественно, вся информация есть в интернете, но он не хочет тратить свое время выбирать, где я могу найти, какая багетка, а может, это хорошая, а может, здесь мне обдурят меня, там еще что-то. А вы ему рекомендуете, тем самым помогаете, подсказываете, вы не обязательно занимаетесь сами этим вопросом. Это раз. Второй момент. Если вы отправляете куда-то за границу, то тоже вы можете просто порекомендовать, написать, как вам с вашей работой ему лучше, допустим, если у вас есть знание английского языка, вы можете сказать, если у вас будут вопросы, то напишите мне, я, допустим, сам пообщаюсь с оформлением, да. То есть это совершенно такие важные моменты, в которых мы помогаем покупателю сориентироваться, помогаем ему
расширяем его лояльность для приобретения нашей работы конкретной. То есть не чтобы он там потом ушел, он такой, так, вот этот вот, поверьте мне, вот один художник предложит уже полный пакет с оформлением, с доставкой, возможно, с монтажом, а другой скажет, вот работа, ну и сами там, в общем, мучайтесь как хотите. Это будет разное отношение, разное впечатление. Я здесь говорю о том, если вы делаете это сами. Да, то есть, если делает за вас галерея, там другой процесс, и галерея, возможно, все это как раз берет на себя, вы здесь этим вопросом не занимаетесь. Тем не менее, если вы начинающий, то, ну вот, чем больше вы внимательнее будете относиться к этим вопросам, тем, скорее всего, лояльнее будет аудитория ваших заказчиков. Ну, действительно, заказчики бывают разные, тем не менее, предложить какие-то варианты решения, это всегда про уважение. Так. Давайте дальше пойдем. Здесь я хочу Если есть вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Коллективные выставки. Вот. Мне очень приятно, что в моих эфирах, вне зависимости от того, показываюсь ли я лицом или пишу вот этот вот не супер интересный текст, количество людей не сильно убывает. Значит, действительно интересно, значит, действительно важно. Значит, ну, потому что, да, как бы на какую-то суперпрезентацию сейчас возможностей нету, тем не менее мы говорим о важных вещах. Значит, что происходит с коллективными выставками? Значит, у меня в телеграм-канале, телеграм-канал мой такой же, как и все, то есть я везде одинаковая. Кустова Анастасия. В свое время иностранцы все время думали, что, ну, имя же первое, да, что это мое имя, а это моя фамилия. Ну, вот, мой телеграм-канал. Там в закрепленных сообщениях, да, и он будет здесь под видео на ютубе. В закрепленных сообщениях вы можете найти каналы с open-call'ами, то есть телеграм-каналы с open-call'ами. По России, ну и небольшое количество зарубежных. Анастасия, не просто интересная, драгоценная информация. Спасибо, очень приятно. Вот, то есть вы там можете найти эти open-call'ы, потому что меня спрашивают все время, ну это вы говорите open-call'ы, а искать-то их где? Ну, резонный вопрос, искать их можно, вот есть телеграм-каналы, и они не одни, у меня несколько там подборочек и по акварели отдельные, но тем не менее вы можете посмотреть, там публикуются свежие open-call'ы разных выставок, разных резиденций, и уже там сидеть и варить. Да, смотреть, вам это подходит или вам это не подходит. Да? Мы понимаем, что мы ищем выставку под свое творчество, а не себя под выставку подгоняем. Правильно? Вот давайте сначала начнем про коллективные выставки. Как выбирать коллективные выставки? Такой момент возникает, что... Меня спрашивают, ну вот хорошо, коллективная выставка, вот я увидел open call, я туда, то есть, да, первое, что подходит мое творчество, подходит. Вот если ваше творчество не подходит, то, ну, в принципе, все, как бы, по первому пункту мы уже отваливаемся. А вот дальше, а как мне понять, что мне вот, что это хороший open call, где меня, грубо говоря, там не обдурят, ну, это такие стандартные, ну, то есть, который перспективно, давайте, повлияет на мое дальнейшее резюме, портфолио и так далее. То есть, оно добавит мне, в общем-то, важность, да, скажем так. Очень интересно, полезно, погружаюсь полностью в мысли. Отлично. И здесь я прям хочу посмеяться немножко, потому что знала я такие моменты, когда делали не очень добросовестные галеристы, но это, слава богу, уже прошло это время, это было где-то лет 8 назад, когда были и выставки в Лувре, где человек платил большие деньги, а выставка была в итоге... Вы же знаете, что Лувр находится
над станцией метро, и там внизу также есть различный торговый центр, там есть магазины и так далее. Ну и вот выставка в Лувре, конечно, выглядела выставкой в одной из секций подобного магазина. И вроде как диплом есть, но вопрос качества этого диплома странный. Один раз мне предлагали выставку в Венеции такого же рода, когда я, собственно, и так красиво было написано, и выставка в Венеции, и тра-та-та, и все, и прям, ну, и думаешь, ну, конечно, все, мечта моя, все, я завтра стану знаменитым, прекрасным, там, всемирно известным художником. Но давайте вот здесь прям поставим, я прям красным отмечу, это то, что важно понимать, когда это прям, ну вот, ну, красного у меня нет, розовым. Когда вы выбираете open call, чтобы не нарваться на такое. То есть, во-первых, где он проходит, где, давайте выставка, да, где она проходит. То есть вы себе отвечаете на вопросы, я сейчас все объясню. Проходимость. Какие уже были мероприятия в этом пространстве. То есть это нужно гуглить. Это нужно гуглить, и это нужно смотреть. То есть вот представьте, мне написали письмо, я его читаю, там написано, там выставка в Венеции, все, и тут, повторюсь, разум мой затмился, я чувствую, что все, счастье мое, ну и там оргвзнос даже, знаете, думаешь, там какой-то там 200 евро, к примеру. И думаешь, ну и оргвзнос я могу потянуть, и все прекрасно, и я бы ее отправила, свою работу, и, возможно, не получила бы ни работы, ни денег, ни фотографий. Почему? Потому что я прошлась по первому пункту, где она проходит. Я загуглила, оказалось, что это церковь какая-то, небольшая церковь, и вообще не в центре Венеции. Ну, то есть, если сравнивать с Москвой, то это где-то, ну, я не знаю, такое далекое Подмосковье и какая-то библиотека, да? Вот, то есть, какое-то небольшое место где-то очень далеко. И я такая думаю, так, подождите. То есть, она проходит, ну, вообще не там, где проходят люди. Да? То есть проходимость какая? Где эти люди? Они будут вообще видеть-то мои картины? Зачем я это делаю? Просто чтобы деньги отдать организаторам? Ну, как бы мне-то тоже что-то хочется получить. Все правильно. Мне не жалко отдать деньги организаторам, если я понимаю, что эта выставка качественная, то есть где она проходит. То есть территориально мы смотрим. Если это очень далеко, в какой-то прям... в глухомане, да, то мы решаем, что, наверное, возможно, это не выставка моей мечты, даже если она в Венеции. Вот. Так. Про Венецию это невозможно узнать заранее, там такие места порой непроходимые везде, на лодке нужно ехать. Я сейчас вам условно говорю, включайте фантазию, пожалуйста. Я могу сменить слово «Венеция» на слово «Москва», да? Если мы так все будем воспринимать впрямую, то никогда... Ну, это, короче, очень грустно. Давайте так. Я пытаюсь вам весело рассказать сложные вещи. Значит, ну да, в Москве же тоже все не очевидно, да, если это от метро надо ехать еще 35 минут, но, возможно, это самое прекрасное место на свете. Да, оно может быть, это может быть супер особняк, это может быть прекрасный какой-то, но поверьте, туда 30, и еще на лодке ехать, еще 35 минут от метро, проходимость, ну давайте будем реалистами, будет маленькая. Шансы на то, что вы там продадите работу и увидит много людей, будет маленькая. Здесь можно еще добавить и реклама. Вы можете спросить у организаторов, а какая реклама, где она будет? Недобросовестные организаторы очень часто вообще на этот вопрос сливаются, я сразу скажу. То есть, потому что они, в смысле рекламы, мы только деньги соберем сейчас. Вот. И получается, что вот это вот выставки художников для художников. Я говорю о том, что если вы хотите, чтобы не попасться
как говорится, на такие выставки, которые только название и больше ничего вам не дадут, ни знакомств, ни продаж, ни известности, ни хорошего слова в резюме, то вы можете на любую выставку отправлять свои работы. То эта информация не для вас. Если вам важно, куда вы, и вы для себя хотите лучшего, то необходимо сортировать. Значит, вопрос рекламы, то есть, а где вы будете, то есть освещение в, там, не знаю, каких-то пабликах, соцсетях и так далее, хотя бы. То есть где организаторы планируют рассказывать о вашем мероприятии, потому что, возможно, они просто его сделают, даже если, вот здесь, скажем так, проходимость хорошая, вот, то получается, проходимость у нас много народу, но, возможно, освещение тоже будет недостаточно и на день открытия. Да? То есть вот здесь есть такой момент. На день открытия, там, первая, например, выставка с 1 по 10. Рекламы нет. Но проходимость, то есть это люди, которые туда придут. Во-первых, на открытие больше приходит народу. Во-вторых, это, возможно, люди не ваша целевая аудитория. Часто тоже такое может быть. То есть проходимость будет большая, но люди, которые, допустим, не готовы покупать. То есть это может быть у метро где-нибудь или там, не знаю, но... не в культурном центре, не там, где... То есть если вот вы, допустим, проходимость будет большая в центре маленькой какой-нибудь деревушки, да, будет большая, потому что это мероприятие, это прям целое событие, а там будет у вас работы по 200 тысяч рублей, да, мы уже об этом с вами говорили, то, наверное, как бы проходимость будет большая, но освещение, да, ваша целевая аудитория, реклама, целевая аудитория. Вы об этом должны думать сами, потому что в данном случае люди, очень много бывает моментов, когда мы накалываемся на то, что не очевидно сразу, да, и надо попробовать, и в следующий раз не будем участвовать. Но если участие в выставке стоит дорого, то лучше проверьте по этим пунктам. Так, смотрю. Итак, значит, дальше смотрим. На эти моменты мы посмотрели. И вот тут вот какие мероприятия уже были в этом пространстве. Это важно, потому что вы по как раз этому... по ответу на этот пункт можете и посмотреть, насколько там была эта проходимость, да, живая. То есть это то, что мы предполагаем. В том случае, если, допустим, вы не найдете информацию о каких-то мероприятиях, возможно, это первое биеннале, первое выставка такая, да, то есть первый фестиваль, то тогда будет только вот этот пункт, да, то есть вот этот, потому что, просто никаких мероприятий до этого не проходило. Но если уже там что-то проходило, то берем и начинаем, да, использовать Google, Яндекс и так далее. То есть какие мероприятия были до этого по адресу такому-то, что там, значит, происходило до и так далее. И мы смотрим, сколько народу, там обычно фотографии с мероприятий, а возможно вы увидите, были такие случаи, когда мне рассказывали, что когда искали, то есть здесь все было хорошо, в заявке все было прекрасно написано, когда искали, какие были мероприятия, вообще оказалось, что место чуть ли не разрушено и уже давно не функционирует. Вот, то есть это мошеннические схемы разного рода. Вот, поэтому, естественно, это касается тех выставок, когда вы не можете приехать сами физически и посмотреть, где и что, да.
Когда вы знаете, это уже зарекомендовавшее себя какое-то пространство, вы слышали о нем, естественно, тут все понятно. Но бывает, что начинать приходится вот с таких коллективных выставок, в которых вы действительно не можете приехать посмотреть место проведения, но вот эти пункты помогают вам не сойти с ума и эффективно воспользоваться этой возможностью, да. Еще здесь есть такой момент, как оргвзнос. Скажем так, у многих мероприятий, которые больше направлены на институции, у них оргвзнос после того, как вы уже будете выбраны. Ну, такую крамольную фразу сейчас тоже полетит. У меня вообще на предыдущий эфир самые, мне кажется, большие дизлайки на Ютубе. Ну, ладно. Вот. То есть, когда вы сразу видите, что пространство какое-то там маленькое, а оргвзнос, и, возможно, это не очень известная выставка, а оргвзнос сразу там огромный до того, как вас еще выбрали, то это момент, по которому вам нужно насторожиться. То есть он настораживает. То есть вас еще не смотрели, давайте так, не смотрели ваше искусство, не знают, что там. Но вам уже сначала надо вот огромный там вот внести. Я говорю огромный. Бывают символические взносы за осмотр работ. Я это могу понять, потому что жюри иногда отсматривает огромное количество работ, и чтобы присылали ограниченное количество, то есть каждую работу за определенную там символическую сумму. Это одно. Но если вы видите огромную сумму взносов, и их нужно внести, и вас еще так прежде, чем вообще что-то будет, и вам подтвердят участие, то стоит насторожиться. Вот, поэтому, как правило, приличные все выставки, они сначала согласуют, сначала все, а потом вы уже оплачиваете, и в целом очень много каких-то, например, есть некоммерческих проектов, где тоже, допустим, оплаты там меньше. Ищите то, что подходит вам. Естественно, как правило, скажем так, большие проекты, где обеспечивают проходимость вам, то есть вот это все, рекламу, тра-та-та, освещение в соцсетях, большое количество мероприятий, известности, конечно, они стоят дороже. Но там и аудитория соответствующая, собственно, приходит. Вот. Какие-то мероприятия, где этого нету, они стоят дешевле, но там, соответственно, возможно, и проходимости не будет. Это тоже надо понимать. Вот. Есть вопросы еще по этому моменту? Если нет, то сейчас к персональной выставке перейдем. А потом я в целом отвечу на вопросы. Так. Давайте перейдем к персональной выставке. Это вроде все простые вещи, которые я говорю, но тем не менее это прям такой пошаговая инструкция, как вам выбирать, на что смотреть, чего опасаться, и в целом тогда можно уже и участвовать. Так. Персональная выставка. Я хочу сказать, что всем, да, для начала всем рекомендую персональные выставки и пробовать свои силы. Потому что вот, нет, я сначала, значит, дорасту, я сначала, не знаю, что-то там получу, и тогда смогу делать персональную выставку. Это немножко не реалистично. Я сейчас приведу пример. Я долго думала с утра, недолго на самом деле, но думала с утра, как бы вам объяснить. Почему-то начинающие думают, что вот есть какой-то график, да, когда вот я начинаю, а вот тут вот я уже там, я не знаю, я известный там и могу делать выставки. Так думают только те, кто здесь еще не был. Потому что в этот момент человек, вот, там рост, он бесконечный, он куда-то может уходить дальше, выше, больше. Вот. Потому что это очень похоже на взросление.
То есть нам кажется, вот здесь вот, если нам там, да, мы можем этот график, ну такой, вот нам кажется, вот нам здесь 5 лет. Вот мне будет 30, я буду взрослый. Вот это то же самое. А нам становится 30, и мы такие, понятно. А есть ли вообще эти взрослые люди? А если вообще это все существует, и вообще-то моя жизнь не закончилась, и вообще-то я только начинаю развиваться, и дальше этот рост, он продолжается. То же самое и здесь. Это такое очень эфемерное понимание того, что когда-то наступит тот момент, когда я смогу сделать свою выставку или начать творить, или уже стать известным. Нет, это бесконечный процесс, так же, как, по сути, мы себя внутри не ощущаем взрослыми, вот в том понимании, в котором нам казалось в 5 лет, скажем так. Почти всю жизнь мы себя не будем такими чувствовать. Да, мы в каких-то моментах уже это понимаем, но тем не менее. Так и здесь. Вот если я новичок, то с точки зрения новичка ему кажется, что эта точка существует. А вот когда мы начинаем по этой прямой идти, да, мы понимаем, что, она туда, она, возможно, не такой формы графика, но здесь просто, чтобы понять суть. То есть она идет, и она не заканчивается. В каждой этой точке нам кажется, что мы что-то прошли, но нам еще очень много чего надо вперед. И если мы будем эту точку ждать, она никогда не наступит, и никогда не наступит, в общем-то, мы ничего не сделаем. Это будет синдром отложенной жизни. Так, сейчас вопрос отвечу, он был уже. Если у выставки нет темы, можно ли отправлять работы, связанные одной темой, или лучше, чтобы обязательно работы должны быть объединены чем-то? Насколько это важно? Если у выставки нет темы, это не совсем, наверное, хорошая выставка. Я сейчас не хочу всех под одну гребенку, но, как правило, выставки, объединенные темой, чем больше есть темы, тем это обозначает определенную целевую аудиторию, определенное... Если это какое-то акварельное биеннале, например, это специфическая тема с точки зрения... Там нет темы, например, но там техника ценится. Поэтому там не важно, какая будет, возможно, тематика, но технически будут смотреть на технику исполнения, потому что это узкая специализация. А во всех смешанных выставках, как правило, темы должны быть. Если организаторы темы не задают, то, по сути, это означает, пожалуйста, придите ко мне все, я возьму всех, только придите и все. Это не совсем хорошо для будущего, скажем так. То есть все-таки старайтесь, понимаете, если, например, я прихожу, давайте как-то, то есть я хочу прийти купить телефон, да, я иду в магазин техники телефонной, там, не знаю, да, где специализируется все. И это есть тема. Если я хочу купить яблоки, я иду в магазин, в котором продуктовый, да, они продаются. Если в одном месте я могу купить и яблоки, и телефон, то это рынок, то качество продаж будет снижаться. Приблизительно так. Если это только, о чем я говорила, исключение, это узкоспециализированные темы, где смотрят на технику исполнения, тогда тема не очень важна. Но вы можете отправлять то, что вы считаете нужным. Тут нет такого Давайте дальше перейдем. Итак, персональная выставка. То есть вы уже, да, мы с вами немножко тут поговорили о том, что нету того момента, в котором персональная выставка будет хороша, в каком уже там не очень. Даже если вы еще начинаете, возможно, у вас есть своя аудитория. И не нужно сразу снимать гостиный двор для вашей персональной выставки. Для персональной выставки картины от 10 работ хотя бы. Это ваша персональная выставка, и вы там на ней решаете. Это 1 серия, 10 серий, это ретроспектива вашего творчества за последние года. У меня так было сейчас.
это может быть все что угодно. Вот. Но хотя бы от 10 работ это уже хорошо. Ну, давайте так. Может быть персональная выставка одной работы. Не вопрос. Если вы считаете это нужным и рентабельным, ну да. Какая ваша задача? Да? Всегда задавайте себе вопросы. Не другим, себе. Да? Какая ваша задача? Что вы хотите получить? Вы хотите продать работы? Ну, тогда, наверное, их должно быть больше и разный диапазон цен. Если вы хотите просто показать свою работу, то она может быть одна. Вот. Если вы хотите, чтобы действительно качественно продать и не, чтобы у человека не случился, там, не знаю, от резко меняющихся картинок, то, наверное, их не должно быть 150. Вот. Вот и все. То есть здесь от вашей задачи будет зависеть. Здесь самое важное, хочется, да, поговорить о том месте, которое вы выбираете сначала. Вы сделали, допустим, от 10 работ. И дальше вы выбираете помещение для выставки. Я знаю, что меня смотрят очень разные художники, поэтому начнем с самого простого. Это может быть, давайте сейчас про помещение, потом отвечу на вопрос. Значит, это могут быть совершенно простые помещения, например, какой-то художественный салон. Это может быть подходящее кафе. Это может быть, и библиотека вполне себе может быть. То есть мы говорим о первой персональной выставке, возможно, в которой вы пробуете свои силы. Вам сначала надо понять, как это, да? То есть если вы никогда не делали, вы не понимаете, как это, как организовывать, как кого собирать, что вообще происходит. И иногда проще договориться и сходить спросить в соседнее, там, например, какое-то помещение, подходящее вам. А вот не проводите ли вы здесь выставки? Возможно, вот у меня есть 5 работ, и мы сделаем небольшое открытие, они повисят у вас там, не знаю, вот столько-то. Какой процент вы за это берете? Или, возможно, очень многие места в простых, такие простые места, они согласятся даже на каких-то бартерах, там, на каком-то, может быть, картину вы им оставите одну. То есть есть совершенно разные, не обязательно это должно быть за огромные деньги. То есть здесь нужно пробовать. Я делала первую свою персональную это была мастерская Петра Кончаловского, но, тем не менее, я там просто работала в тот момент, мастерская при фонде, и, собственно, ее там сделала. То есть просто директору фонда задала ему вопрос, он сказал, да, отлично, давай попробуем. Возможно, вы работаете в каком-то офисе, и ваша работа с творчеством сейчас непосредственно основная не связана. И вы можете спросить у своего начальника, там, например, можно ли сделать такую персональную небольшую выставку моих работ в офисе. То есть неважно, какое будет место, да, выбрать просто подходящие даты, возможно. И вот она повисит там неделю, может быть, с праздниками как-то это соединить, на майские праздники, да, там, посмотреть, да, возможно, там не будет такой проходимости, но, возможно, как раз из-за лояльности к вам ваших коллег они приобретут работы там, к себе домой. Да? То есть здесь есть совершенно разные моменты, которые могут стать выигрышными. То есть это место может быть любое, да, это любое. Кафе, офис, библиотека. Центр московского долголетия, я думаю, да, то есть какие-то есть и прочее. Где вы можете поконтактировать с хозяевами и спросить, да, для начала. Возможно, это будет не так дорого, как кажется. Так. Здесь был вопрос. Лучшие проданы, есть ли тогда смысл делать персоналку? Как вы... лучшие проданы, хорошо.
Ну, можете не делать, можете дальше не рисовать, можете не делать ее. Вообще вас никто не заставляет не делать, не... Смысл вы находите собственный, да? Если в мире все бессмысленно, что нам мешает выдумать собственный смысл? Как Алиса в «Стране чудес», да? То есть здесь лучшие на ваш взгляд, а лучшие ли они на взгляд покупателей, это раз. А что, если лучшие проданы, то остальные недостойные, или вы их будете выкидывать, или что с ними делать? Ну, то есть, если считаете их недостойными, ну, тогда не делайте, да, это вопрос не ко мне вообще в целом. И что, даже в офисе будет считаться персональной выставкой? Да, а почему нет-то? А где-то написано, что должна быть, я вам об этом и говорю. То есть персональная выставка, по сути, это то, да, что имеет время проведения. Если вам еще ваш начальник, это не обязательно, но, например, да, это плюс будет. Если вам начальник, не знаю, напишет какую-то бумажку, да, если будет бумага в свободной форме от организации, подтверждающая проведение мероприятия. Ну, то есть ваше кафе, например, вам пишет: спасибо большое, благодарственное письмо, там, не знаю, там, такой-то, такой-то за проведение персональной выставки с 1 по 5 мая у нас на территории адрес такой-то. Вот. Супер. То есть, получается, это очень сильно подтвердит, да, очень сильно вам поможет в будущем, подтвердит реальность происходящего. То есть время проведения у вас, да, с такого-то по такое-то. Плюс афиша, да. Если еще фиксация фото, видео с мероприятия, значит, соцсети. То есть все это информирование, оно имеет подтверждение, оно и дает вам подтверждение, что оно было. Вы можете сделать персональную выставку внутри вашей мастерской. Я уже знаю много современных художников, которые делают квартирники. Это является выставкой. Организуются на двоих, на троих, и в квартире на протяжении там недели делают выставку. И, собственно, это у нее есть афиша, у нее есть время проведения, есть фото-видеофиксация. Все, этого достаточно. То есть не надо обязательно снимать что-то там за большие деньги. Еще раз повторюсь. Поэтому, если вы сделали выставку, на нее пришли люди, и ваши произведения показаны, и все это запечатлено, то это выставка, да, это выставка, это некий такой даже перформанс может быть, если это квартирник. Поэтому вы выбираете помещение, да, оно может быть любое, еще раз. То есть вот это то, что, да, у нас важно, чтобы оно у нас присутствовало. Все. Если это есть, то делают же выставки вообще где только не делают. То есть в различных, даже, скажем так, сколько я была на разных биеннале, это не всегда выставки в каких-то культурных центрах больших. Это иногда большие площадки универсального толка, то есть в которых проводятся и какие-то концерты, и что-то еще, и кинопоказы. И это тоже будет являться выставкой. Почему нет? Так, здесь надеюсь, что, да, эти моменты понятны. Давайте пойдем дальше. Еще раз пропишем, что нам важно для нашей выставки, да, то есть что нам необходимо. Вот мы выбрали помещение, да. Дальше, что нам надо? Определиться с датами, даты, время. Кто будет присутствовать? Ну, то есть вы... Или там, я не знаю, ваш представитель.
то есть, иначе получается так, мы выбрали и сказали здесь неделя. То есть даты, время вы выбираете любое. Это может быть от, там, не знаю, 3 дней до 3 месяцев, до бесконечности. Но кто-то должен присутствовать на этой выставке, да, то есть фиксировать, фото фиксировать, что происходит, вообще отвечать, сколько стоят работы, помогать с оплатами и так далее и тому подобное. То есть и в зависимости от того, кто будет присутствовать, как вы сможете это обеспечить и регулировать, вы выбираете. Возможно, если это кафе, то администрация там кафе будет за этим вопросом следить, тогда какой процент они берут. Да, то есть это же не просто тоже так отвечать, брать оплаты и так далее. Вот, поэтому мы с этим определяемся. Да, то есть это, как правило, я не рекомендую делать очень длинные выставки, потому что люди приходят обычно на открытие и выходные дни, по моей практике. Поэтому если у вас там выставка, если вы еще не очень известный художник, и только начинаете, то лучше, да, если вы начинаете, и вы оплачиваете, например, сами, то есть все-таки, то лучше ориентироваться 3-7 дней. Потому что 2 месяца, такое. Много платить, не все ходят, и уже все устают от этой информации. Если вы не платите за помещение, возможно, это может быть больше. Но для начала, да, возьмите небольшую. Первая моя выставка, как раз персональная, была 3 дня. Зато огонь, 3 дня просто было супер полное, да, то есть было много народу. Но зато много народу. А можно месяц, но там будет на открытии много, а потом по одному человеку будет приходить. Но вы-то там будете находиться. Это не значит, что один человек хуже, чем там 100 человек. С точки зрения человечности нет. С точки зрения того, что если вам придется оплачивать услуги представителей и находиться каждый день там, то да, когда проходимость она очень маленькая, то получается, что это не совсем качественно спланированное мероприятие. Вот. Я думаю, что это очевидно. Значит, дальше у нас афиши, реклама, да, давайте, афиши, да, то есть это то, что информирует, на которых, да, где, когда, что. Вот без этих вопросов, потому что если у нас есть что, нету где и нет когда, ничего не понятно, но очень интересно. Вот афиши должны быть. И желательно в этом тоже помещении. Почему это важно? Потому что если вы делаете в кафе, и там просто висят картины на стенах, то часто, если это без афиши, что ваши картины там висят на протяжении этой недели, то, скорее всего, все подумают, что просто кафе купило себе картины на стенах. И никто даже не подумает спросить, что это, что они продаются. Потому что нету никакой, да, связи о мероприятии. Мне не придет в голову, если я пойду в ресторан, и там есть какие-то картины, спрашивают, продаются ли они. Я подумаю, что это часть интерьера ресторана. А если есть афиши, если есть информирование, что там происходит выставка, то тогда вопрос, он уже уместен, и можно как-то... Потому что, не всегда хорошо смотрится, если честно. Тут у меня есть много мнений, да, на этот счет, но не всегда хорошо смотрится, когда есть картина, и вот так вот еще ценник висит. Иногда хорошо, но не всегда. То есть надо смотреть по ситуациям. Наверное, в кафе немножко странно. Вот, очень дешевит просто. Но, возможно, вместо ценника, да, то есть здесь ценник, вопрос, давайте так, можно QR-код сделать. Смотрится лучше, человек уже, если заинтересовался, подвел QR-код, посмотрел. Как делать QR-коды, можно найти в интернете. Вот, поэтому и там этот QR-код уже ведет на страничку, например, на страничку вашего портфолио, да, вашего сайта, потому что там уже будет вся информация, да, потому что если у вас нет портфолио, то если QR-код ведет на Инстаграм с VPN, вопросики, да, вот, поэтому он должен куда-то вести на доступную страницу.
лучше на ваш сайт. То есть сразу человек такой, ага, может он здесь подумает, что нет, а потом в следующий раз на сайте что-то выберет другое, увидит ваши другие картины. Вот. Афиши развешивать можно где угодно бесплатно. Светлана, да, наверное, вас Светлана зовут. Ну, вам не 10 же лет. Я надеюсь, правильно же вопрос. Вот это же вопрос просто такой. Ну вот, ну, вешайте везде, где угодно, бесплатно. Я не знаю. Ну, я думаю, что вряд ли. Это ж не пропала собака. Вот. Как правило, вся информация, афиша в заведении согласовывается с управляющими заведений. Если вы пойдете где-то вешать афиши без согласования, ну, я не думаю, что все вокруг будут рады, если вы обклеите столбы, машины, где угодно развесите афиши. Давайте будем жить в нашей реальности. Вот. Поэтому, значит, QR-код, ценник, да? Соответственно, дальше реклама. Ну, здесь вот, скажем так, 4. Реклама. Вот реклама – это вопрос, да, информирования о мероприятии в различных источниках. То есть она может быть бесплатная для вас, это ваши соцсети. Да, все остальное платное. Вот. Платная, с информацией, что это реклама, потому что у нас по нынешнему законодательству все с этим жестко. Но, тем не менее, это уже как бы вопрос, насколько он такой более сложный. Вы можете обходиться без этого, но как минимум бесплатной своей рекламой, саморекламой, да, о том информированием, что у ваше мероприятие происходит, вы можете пользоваться. Здесь уже такой момент. Далее. Да. Ценник на картину может отличаться от ценника на сайте, как это происходит обычно? Нет, конечно. Блин, такие вопросы, ладно. Ну, смотрите, вы идете в магазин, хотите купить помидоры. Вот у вас ценник на помидоры, ценник на сайте пятерочки, не знаю, один, а здесь другой. Вам это понравится? А вы идете в магазин, я не знаю, на сайте посмотрели блузку какую-нибудь, и вот она там, не знаю, 1000 рублей стоит. Вы приходите в магазин, а там 2000. Понравится ли вам это? Ну, я так очень сейчас общо и очень примитивно говорю, но давайте так, то есть, конечно, ценник ваш должен соответствовать тому, что есть, и тому, что у вас представлено. То есть, если вы вешаете QR-код или вешаете цену, то она должна соответствовать. Если вы делаете какие-то скидки в рамках того, когда вы находитесь там одни и говорите человеку, вот моя работа стоит вот столько, вот вообще всегда, да, ну вот я сейчас тебе тут или в рамках мероприятия тебе сделаю скидочку, да, то это одна история. Вот. Поэтому ценник на картину, на QR-коде и ценник на сайте – это один ценник. Потому что иначе это вот та история, которую я рассказывала, по-моему, в 4-м, что ли, уроке, когда я говорила про то, что 5-м, наверное, в предыдущем все-таки, когда я говорила, что художник такой решил сотрудничать с галереями, а потом решил продать свою картину, то есть он подписал там договор, по которому в галерее вот такая-то цена, а потом решил подешевле продать. Ну, все, себе резюме полностью испортил, и сотрудничество дальнейшее тоже с ним как бы... Если вы не сотрудничаете с галереями, ну, вы можете свободнее делать скидки, условно, но цена, она все-таки, давайте будем придерживаться. Так.
Все, я думаю, что я объяснила, да. Да, Вика, спасибо на официальная оферта. Вот, все, собственно, да, эти вопросы объяснила. Сегодня очень много странных вопросов. Ну, ладно. Значит, идем дальше. Те моменты, которые тоже нужно предусмотреть, когда вы готовите выставку, это у нас, ну давайте так, фотограф-видеограф. Ну, вообще, это все очень сильно похоже на свадьбу, да, подготовку. Вот, я свою свадьбу делала сама, и в тот момент вот это вот все практически такие же пункты были. Ну, только, может быть, вместо рекламы, ну, пригласительные, да. Но вот суть в том, что информирование здесь должно быть. Мы можем здесь еще, да, вот приглашение для гостей. Приглашение VIP. Тоже сюда направить. То есть это те, кого вы приглашаете на открытие лично. Да? То есть здесь это вы информируете вот здесь и здесь всех. Это ваши личные. Значит, фотограф-видеограф – это тот, кто фиксирует то, что вообще мероприятие происходит, то, что оно вообще есть, и у вас остаются фотографии с него. Ну, в общем-то, это, я думаю, разъяснять не стоит, зачем это надо. И если сейчас будет вопрос в характере сегодняшних вопросов, а можно без фотографа, а фотографу надо платить, на них я отвечать не буду. Значит, далее у нас кейтеринг. Вот, или по-простому еда. То есть это та еда, которую вы обеспечиваете на мероприятии гостям, обычно на открытии. И здесь мы сейчас еще по ценам вот этого всего пройдемся, вы поймете, сколько в среднем стоит сделать выставку. Значит, кейтеринг. Обычно это такие маленькие канапешечки или что-то такое, да, какие-то фрукты, овощи и так далее. Вы можете, конечно, это все делать сами, можете заказать специальную компанию. Вот, значит, и это хороший тон, то есть здесь еда, напитки, да. Я вас умоляю, даже если вы не делаете кейтеринг и против того, чтобы гости пили шампанское, но здесь должна быть вода. У меня был очень плохой опыт нескольких выставок, где не было воды. Ну, просто банально воды. Ты приходишь, там очень душно, ну, потому что много народу. В каких-то помещениях лучше вентиляция, в каких-то хуже. Где-то довольно-таки, ну, воздух сухой и так далее. И ты ходишь, и ты уже не можешь сосредоточиться ни на работах, ни на том, чтобы разговаривать, если просто даже стаканчика воды нету. То есть часто об этом забывают и оставляют, пожалуйста, и еда есть, шампанское есть. Но, во-первых, не все пьют шампанское. Давайте так. Вот. И, возможно, просто обычная вода здесь очень сильно поможет. Вот. Вода. Так, давайте здесь закончим этот пункт, и уже я перейду. Так. Значит, и я еще рекомендую вот этот пункт здесь не пренебрегать, уборка. И вот здесь нужно просто на вашей выставке узнать, да, предоставляется ли уборка, да, или надо заказывать отдельно. Это просто тоже может быть сюрприз, об этом не думают. Но, тем не менее, иногда вы, например, что-то... Ну, бывает так, вот вы на открытии что-то пролили, так далее, так далее. Если это возможно в кафе, то, возможно, это включено в стоимость аренды и так далее. Но если вам, например, отдают ключики, говорят, все, вот здесь вот ваше помещение на неделю, вот, нас вы тут не увидите, вот вам место, то тогда, скорее всего, уборка не включена и уборщица, а у вас на открытии кто-нибудь шампанское разлил на пол, и все это... Поэтому
Поэтому этот момент, тот, про который лучше не забывать, что если что, вам нужно организовывать тоже уборку. Возможно, это будет человек, который регулярно будет приходить там вечером после и убирать помещение. Потому что если это не предусмотрено самим пространством, то это тоже ложится на вас. И стоимость этого тоже ложится на вас. Ну, либо вы сами убираетесь. Здесь, как всегда, можно сэкономить. Так, давайте посмотрю, что у нас здесь. Так, если выставляться, ставить ценники, нужно быть официально зарегистрированным. Так, продажи, платится налог. Все эти вопросы будут в последнем, 7-м эфире. Сегодня 6-й эфир. Очень много информации уже было в 5 эфирах до этого. Вся информация по юридическому аспекту будет в 7-м эфире. Пожалуйста, не пропустите. Так. Выставки в убыток, конечно, бывают. Как все бывает в убыток. А почему? Чем выставки отличаются? Выставки в убыток. Это, а свадьба окупается? Вот такой же вопрос. Ну, наверное, у кого-то окупается, у кого-то нет. Значит, и давайте здесь как раз посмотрим, сколько это по стоимости. По стоимости. Ой, по стоимости. Давайте не буду перелистывать. Вот тут мы оставим. Сразу скажу, да, я говорю про свой опыт. Говорю про Москву. Возможно, где-то цены ниже, но за последний год все, конечно, x2. Поэтому, когда вы планируете персональную, все-таки надо закладывать какие-то деньги. И если мы сейчас будем здесь говорить про то, что помещение у вас уже есть, и вы, допустим, я не беру аренду помещения. То есть вот здесь вот 0, да, это аренда помещения. То есть вот это уже есть у вас. Давайте тогда смотреть. Так, печатная продукция, самая простая, если вам надо, там, не знаю, 2 афиши, да, здесь помимо что, где, когда, да, вот это все в печатную продукцию. Какие-то ценники, подписи, да, подписи к работам. Если самая простая, это будет где-то 5000 рублей, не меньше. Потому что цветная продукция самая такая. Можно еще, если вот здесь вот реклама, визитки. Давайте визитки. Ну, то есть где-то это даже уже будет, наверное, давайте 7-8. Но если вы вообще ничего не печатаете, половина на черно-белом принтере, то давайте, ладно, 6000. Я прям совсем по минимуму считаю. Вот, потому что у меня, одни визитки напечатать, там, 200 штук, 3000 рублей стоят, вот, уже там цветная плоттерная печать, ценники и так далее. Но я говорю, это прям вот минималка. Давайте здесь, значит, у нас кейтеринг. Если мы берем напитки, алкоголь, то это, допустим, около 10 000 рублей. Ну, то есть, опять же, это шампанское, это на открытие, на закрытие. Вы же не будете людей там травить совсем каким-то простым, да? То есть, это приблизительно так. Значит, здесь я конфеты пишу, это то, что закусывать. Ну, вот я покупала последний раз там Ферреро Роше Рафаэлло, у меня вышло там 3000 рублей, грубо говоря, 3-4, ну, допустим, 3-4 тысячи рублей. Ну да, на каждый день люди приходят, конфетку съели. Значит, сам кейтеринг. У меня было 2 дня, то есть VIP-открытие и официальное открытие для всех. На 2 дня это 20 000 рублей был. Просто, допустим, если что-то не очень дорогое, но все равно вместе с водой это где-то будет 15 000 рублей. То есть это на 20, на 30 человек. Поверьте, это исчезнет через полчаса просто. Вот, допустим, убираетесь вы сами. Я просто сейчас вообще прям по минимальному считаю. Значит, фотограф, видеограф, если это хотя бы 2 дня, то есть 2 дня это открытие, закрытие, ну, то есть на открытие пришел и еще где-то пофотографировал. Самый минимальный, я не знаю, там, стоимость фотографа, и то это где-то 20 000 рублей с обработкой будет. Вот. Так, что еще я забыла? Не забыла. Печатные конфеты, тра-та-та. Сейчас.
Ну вот, то есть у нас получается здесь 20, 30, 45, ну здесь у нас, допустим, 50, 50. То есть это приблизительно самые минимальные, это 60 тысяч рублей. То есть это минимальная цена вашего открытия персонального. Вот. Соответственно, так. Светлана, я вас удаляю с прямого эфира просто. До свидания. Так. Значит, 60 тысяч рублей – это средняя стоимость в целом вот такой преподготовки, плюс аренда помещения. Да? Если вы договариваетесь как-то бесплатно, естественно, можно что-то готовить, там, не знаю, самому здесь сэкономить условно. На напитках вы тут вот сильно не сэкономите в целом, потому что все равно люди на фотографе тоже, на афишах тоже. Так что, в принципе, ну вот 50 там будет, если снизите. То есть где-то в каких-то городах, возможно, меньше, но это вот такая прям самая простая раскладка сейчас финансовая для того, чтобы сделать персональную выставку без учета аренды. Вот. Надеюсь, что этот момент понятен. Так. Что ж, давайте на сегодня, получается, то есть мы основное с вами как раз обсудили, то есть это у нас было, что нам нужно, да, это самопрезентация, соцсети, сайт-визитка, как работать с коллективными выставками и что делать в случае персональной выставки. Вот, сейчас отвечу на ваши вопросы, которые по ходу возникают. Вот, и на сегодня мы завершим. Так, все, я тут. Ну что ж. Вот, собственно, это такой момент, который, как я уже говорила в прошлый раз, что персональная выставка – это необходимая для портфолио графа. Она необходима, и мы, ну, хотя бы раз в несколько лет очень бы неплохо было бы эти персональные выставки создавать. Вот, поэтому к ней надо готовиться, думать над концепцией часто, но вот в том числе и над этой финансовой стороной, потому что иногда с бухты-барахты, даже с условием того, что вы, возможно, это сделаете у знакомых в пространстве, все равно есть то, что вот как бы мы сейчас с вами учли. Вот. При этом, если вы участвуете, например, на выставке, которая на коллективной выставке, то, опять же, учитывайте, что как раз вот эти ваши оргвзносы, да, на что они идут, вот они на это и идут. То есть очень много уходит на организацию. Поэтому если, вот представьте, ваш оргвзнос там до 7 тысяч рублей, ну вот представьте, что сколько ж надо. Это я сейчас просто по минимуму посчитала. Поэтому, когда мне потом пишут, что ой, такие огромные оргвзносы, ну тогда попробуйте посчитать хоть раз, сколько сделать выставку с учетом аренды помещения, с учетом всех вот этих нюансов, и разделите на количество участников. И там не то, что в ноль, в минус иногда можно прям вообще выйти. Это очень затратное мероприятие. В плане даже организации оно сложное. Тем не менее, к нему надо готовиться, идти постепенно, чтобы презентовать свои работы, в том числе и уже, потому что коллективные выставки – это прекрасно для вашего портфолио резюме, но персональная выставка дает большее понимание зрителю о вашем творчестве, дает понимание о работах, визуальные все составляющие, так что вот. Так, если нет вопросов, если есть вопросы, пишите, если нет, будем завершать на сегодня. Вот.
Спасибо за примеры, расклад по пунктам с ценами. Теперь понятно, от чего отталкиваться. Ну да, это вот как бы базис. То есть вы можете уже дальше на него там накручивать что-то свое. Если вы, например, нанимаете, я не знаю, там, скрипачей играть, будет одно. Если вы нанимаете какого-то известного видеографа, это будет там другое. Если вы еще дополнительно рекламу, я здесь не поднимала. Если это реклама, то это еще сверху. То есть это прям вот базисный минимум, чтобы, в принципе, сделать вот 2 дня такого открытия. В случае продажи каких-то работ можно их отдать покупателю после полного завершения выставки. Вы сами договариваетесь с покупателем об этом. Если он потребует сразу отдать, ну, если он имеет на это право. Если он оплатил, он имеет право их забрать. Если он пойдет вам навстречу и оставит их до завершения выставки, то прекрасно. Если не пойдет навстречу, то заберет. У меня, допустим, вот на Артраше в прошлом году, мне кажется, уже все знают этот случай, прям на VIP-открытии унесли сразу работу центральную со стенда. Ну, потому что человек уезжал, ему нужна была сразу работа. Вот, поэтому с кем-то удается договориться, часть работы я как раз повесила туда другую работу, которая тоже была продана, но с этим покупателем мы договорились, что он заберет ее после, и мы замонтируем ее уже на стену. То есть, в принципе, как вы договоритесь? То есть, как вы договоритесь, какого-то такого правила нету. Мы же понимаем, любые договоренности между людьми, надо общаться, чтобы договориться. Так, арт-ярмарки не в Москве, есть ли опыт участия? Татьяна, я не участвовала в арт-ярмарках не в Москве. Вот, потому что, ну, это связано, наверное, с предыдущим фактором. Мои работы большие, дорого стоят. Как бы пока сейчас, и они довольно сложны в транспортировке. Вот, поэтому, если я их буду транспортировать куда-то, и этот вопрос я решаю, то их стоимость только растет от Москвы, да, то здесь вот, потому что еще закладывается вся логистика, то здесь есть, ну, то есть если это 1,5 там, метра на метр и так далее, то я как бы вам не расскажу про этот момент. Почему многие арт-ярмарки работают только с галереями, не с индивидуальными художниками? По той причине, что работать с галереями – это более организованный процесс. Я столкнулась уже неоднократно, я тут гундела в сторис вчера, тут позавчера, потому что часто творцы, условно, творцы, я имею в виду не творческие люди, а вот такое не совсем качество иногда творческого человека, да, вот, они неорганизованные люди. И они не могут ни в срок, ни ко времени, или им не хочется. Тут разные есть факторы. То есть галерея – это уже, во-первых, это институция, да, которая уже, ты от нее знаешь, что ждать. Ты понимаешь, во сколько, как, что приедет, где, кто за это отвечает, менеджеры, представители и так далее, и так далее. А художники персонально сейчас учатся, скажем так, и поэтому появляются ярмарки, появляются мероприятия, которые работают и с художниками напрямую, потому что мы уже начинаем понимать, что такое маркетинг, что такое, что вот надо, что надо стоять разговаривать с клиентом, что надо общаться, как продавать и так далее и тому подобное. Но по большей части многие художники не хотят стоять, поверьте, это тяжкий труд. Вот я, допустим, на Артраше, который будет в конце месяца, я стою 4 дня с командой, то есть у нас там на стенде 3-5 человек. И, собственно, я вот стою целый день, не просто стою, то есть на открытии больше 9 тысяч человек. За 4 дня 25 тысяч человек проходит через, да, выставку. То есть где-то с 11 утра до 9 вечера. Я не присаживаюсь ни на секунду, я общаюсь с постоянным потоком людей. Это очень тяжело, очень. То есть, поэтому нужно быть к этому готовым. Далеко не каждый художник в целом готов. Вот, поэтому есть представители, а галерея является тем самым представителем художника, где есть специальные менеджеры, обученные люди, которые классно представляют работы, которые знают, что это такое, они могут стоять, общаться, взаимодействовать.
И поэтому ну, часто, допустим, какие-то площадки охотнее работают именно с галереями. Вот. Плюс галерея представляет, как правило, нескольких художников, и это тоже такое расширяет, как бы, расширяет этот рынок, вариативность на самой выставке. Так, что еще? Большие работы как лучше отправлять по почте, в раме, или скручивать в рулон, или может как-то иначе. Здесь вы можете отправлять так, как вы считаете нужным, как это будет согласовано с заказчиком. Нету какого-то правила. Все ждут какого-то правила. Этого правила не существует. Ну, то есть, вот смотрите, это не касательно акварельных работ. Например, масляные работы. Вот вы можете скрутить в рулон масляную работу, правильно? И отправить ее к заказчику. Это будет дешевле, это будет удобнее, чем отправлять типа артпочтой, вот, допустим, такую работу, ее заколачивать вот в большой ящик. Но готов ли покупатель на месте приемки искать какую-то багетку, контору, кто ему будет перетягивать эту работу и натягивать ее на подрамник? Да? И вот здесь вопрос, насколько вы сами договоритесь с покупателем. То есть, возможно, он скажет, да, я сейчас вот там у соседа натяну эту работу, но я зато подешевле за доставку заплачу. А кто-то скажет, нет, я в жизни не хочу что-то еще делать на месте с этой работой. Поэтому, пожалуйста, включите стоимость доставки, пусть она будет там, не знаю, в 2 раза больше теперь стоить, но я хочу получить все просто, чтобы взять и на стену повесить. Поэтому вы отправляете, вы договариваетесь с самим заказчиком, как ему комфортнее эту работу получить. Всегда есть вариативность. Вот. И всегда есть свои риски. В случае, если вы скручиваете в тубус, да, дешевле по отправке, но может, например, если там, я не знаю, масляные работы, то может быть какой-то, если там нет просушки, краклея и так далее, нужно тоже об этом. Если акварельные, вы можете заломать лист, например, но, как правило, такое редко происходит, но я имею в виду, что есть свои риски. Когда вы отправляете вот такую, конечно, она будет дороже, но условно тоже может все что угодно случиться. Страхуйте. Зависит от самой работы, часто отправляют в тубусе, но была и в коробке отправка. Ну да, вот, Вик, как бы здесь абсолютно... Мы же с тобой даже по вот этой работе, да, то есть обсуждали момент на планшете или с планшета. То есть, как бы, это тот момент, когда вы с самим заказчиком решаете, как это будет комфортно, как это будет отправляться, как это будет вставляться. Good morning from Texas. Hello. Так. Есть ли в Москве и Питере арт-ярмарки академической живописи? Это не ко мне, я не интересуюсь. Так. В основном я встречала только сейчас уже современное искусство. Конечно, есть. Ну, только просто надо искать академического художника, ему этот вопрос задавать. Вы как будто приходите сейчас больше к стоматологу и говорите, что мне делать, у меня тут вот пятка чешется. Вот. В том плане, что я не подскажу. Мое, кстати, судя по вопросам, вы также предыдущие эфиры не смотрели, как всегда, тяжелее с каждым эфиром, потому что я понимаю, что присоединяются новые. Я базирую все в 6-м эфире на информацию из 5 предыдущих, плюс я уже сбрасывала свое CV-портфолио в общий чат этого курса в Телеграм-канале. Вот, и там есть вся информация обо мне, этих ярмарках, в которых я участвовала. Соответственно, так как возникают снова эти вопросы, это значит, что никто ничего не смотрел, и снова мы по кругу, и мне становится к 6-му, к 7-му всегда супер тяжело, потому что я как будто бы одно и то же очень не хочу. Вот, поэтому давайте будем на этом завершать сегодня. Я думаю, что все самое важное уже сказано. Вот, чтобы дальше не растягивать. Вся информация, еще раз, если не смотрели, у вас возникают вопросы, скорее всего, 90%, я об этом сказала в предыдущих эфирах, 10% будет в 7-м.
То есть в 7-м эфире мы будем разбирать все по юридическим аспектам, ну и, собственно, договорам, оплатам и всему подобное. Как оформляться художнику и какие нужно там документы делать. Все, спасибо большое. Очень рада, что, да, что вам сейчас вовремя. Это самое главное. Ну, потому что я уже вижу, что действительно очень многие, по крайней мере, те, кто со мной давно, уже большинство научилось и уже хотят сами продавать. Еще раз повторяю. У меня телеграм-чат. Все мои контакты. Вообще, если вы в Яндексе ведете Кустова Анастасия, то там будет все. Моя школа, магазин для художников, все, вообще вся в пароле явки. Мы же сейчас уже в интернете, в интернет-пространстве живем. Если вы по имени, фамилии ведете человека, который явно ведет каналы, то вы все уже о нем узнаете. Значит, Кустова Анастасия, так называется мой канал здесь. Также называется мой канал в Телеграм. Также называется мой YouTube-канал, на котором все эти видео есть. И в описании к всем видео есть ссылки на мои телеграм-каналы. Все есть, ссылки есть в моем профиле, есть они везде. Пожалуйста, если вы будете внимательны к другому человеку, скорее всего, у него все есть, то я же не могу вам ссылку продиктовать вручную, там, ссылку не могу, правильно? Вот, то это уважение ко мне и к моему труду. Вот. Значит, вы нигде не подписаны, раз вы все пропустили. Все, спасибо, друзья, спасибо, что сегодня были со мной. Встречаемся на... Так, сейчас, в итоге сегодня для меня откровение, я думала, у меня 4 персональных было, а их 10, может и 11. Ну вот, видите, Ирина, так что записывайте все, но тогда вам нужно и коллективные выставки тоже подсоединять, а то это, знаете, как хорошо, это как ингредиенты в супе, то есть все-таки надо, чтобы не одно было, да, не один ингредиент, тогда салатик будет вкусный, супчик будет вкусный, поэтому перемежаем персональные и коллективные, вот, и будет нам успех. Ну все, до встречи, и готовьте свои вопросы, пишите в чате 5-го сезона. Все, пока-пока, весеннего вам дня.